в деловом центре Нью-Йорка, где стеклянные башни отражали городскую суету, рабочий день едва начинался, а в холле уже слышался ровный звук швабры. Марк Хансен, незаметный уборщик, спокойно мыл полы, будто это был его личный ритуал. Никто не знал, что в прошлом он военный пилот, потерявший карьеру после трагического инцидента. Лишь выправка и внимательный взгляд напоминали о его прошлом. Когда сотрудники заполняли здание звуками звонков и запахом кофе, всегда выделялась она, начальница отдела маркетинга Эмма Рид, амбициозная, эффектная, уверенная. Она часто позволяла себе шуточные уколы в адрес Марка. Например: «Марк, все еще мечтаешь стать директором или будешь верен своей швабре?» Он всегда отвечал спокойно, что главное — хорошо делать свою работу. Это ее раздражало еще больше. Однажды Эмма объявила о корпоративном выезде на частный аэродром в Нью-Джерси. Там планировались полеты на легких самолетах. В шутку она бросила: «Марк, если ты сядешь за штурвал, я твоя». Коллектив взорвался смехом, но он только тихо спросил: «Это серьезно?» И добавил, что она может удивиться, узнав, кто поведет самолет. В субботу сотрудники собрались на аэродроме. Эмма, как всегда безупречная, давала бодрое напутствие, пока к группе неожиданно не подошел человек в летной форме. Когда он снял очки, Эмма оцепенела. Это был Марк. На его груди знак гражданской авиации. «Сегодня я ваш пилот», — сказал он. Чтобы не ударить в грязь лицом, Эмма согласилась лететь с ним. Во время взлета ее уверенность растворилась. Когда самолет поднялся над землей, она впервые увидела Марка иначе: спокойного, профессионального, совершенно другого человека, чем тот, кого она привыкла унижать. Он рассказал, что покинул авиацию после гибели напарника. Слова прозвучали тихо, но для Эммы оглушительно. Она почувствовала стыд. После мягкой посадки Марк сказал только: «Добро пожаловать на землю». Через неделю в офисе объявили собрание. Генеральный директор представил нового руководителя службы безопасности, Марка Хансена, бывшего военного летчика. Он вошел в зал уже не как уборщик, а как профессионал, уверенный и собранный. После совещания Эмма подошла к нему. «Марк, я должна извиниться». Он ответил спокойно: «Не держу зла. Иногда нужно подняться выше, чтобы увидеть все иначе». С тех пор она больше никогда не позволяла себе смеяться над людьми, стоящими ниже по должности. Она поняла: каждому просто нужен шанс взлететь.